Всем привет, друзья! Вы в настоящем моменте. Меня зовут Виталий, со мной Лада. В сегодняшнем видео мы хотим вам показать мирную жизнь в Киеве в военное время. Мы хотим проехаться по магазинам, по рынкам, по супермаркетам, посмотреть цены на одежду, на фрукты, на овощи, на бензин. В общем, все, что мы знаем, Увидим, мы вам да. расскажем. Да, какая ситуация вообще сейчас в Киеве в этом плане. Сегодня к нам в Киев прилетело несколько ракет из России. Стреляли в железнодорожные объекты, по-моему, в вагоноремонтный завод попали. Честно вам сказать, уже нас это так сильно не шокирует, хотя это очень плохо. Если бы это был первый самый обстрел, я бы в такой день не поехал бы в Киев. Перепуганный бы сидел дома и мониторил бы информацию. А сейчас, прилетела ракета. Обычное дело уже. Ничего нету. Мы приехали в торгово-развлекательный центр «Республика». Почему именно сюда? Потому что мы знали, что сюда не было прилетов, и этот торгово-развлекательный центр не разбомблен. Можно было поехать на Святошинский рынок, но там, честно говоря, выбор такой в последнее время был не очень. Ну да, посмотрим, какие магазинчики есть вообще, можно ли тут что-то купить. Достаточно много людей в торговом центре, но я вижу, не все магазинчики работают. Например, вот Нью-Йоркер, который один из любимых наших магазинов, не работает сегодня. H&M тоже не работает. И еще, как он назывался, я уже забыл. Кропс тоже не работает. Крыт оказался. Кроп, да. Бершка тоже не работает. То есть в Айкике вот только из доступных нам магазинов, в которых приемлемые цены, ну и все. Все ходят, что-то ищут. Так, а что нам? Набрали, вещей. Это магазин в Айкике, мы зашли в раздевалку и набрали всяких летних вещей, мужских и женских. Хотим вам показать быстренько цены. Вот смотрите, такая, она не совсем прохладная, не очень тонкая кофточка женская, она стоит 459 гривен. Мне нравится. Это мужская, видите, она стоит 269 гривен со скидкой. 280. Да, 289, да. Это мода 90-х из наша Раша. Без рукавов и с капюшоном. Вот такая черная футболка, просто летняя, 269 гривен. Вот еще мужская, например, покажем вам. 339. Да, 339 гривен. Шортики такие 529. И вот такая маечка 379. 379 гривен. Ну вот такие кофточки просто. Они лежат без тремпелей, вот 249. Ну, как бы цена нормальная. Так, вот такая кофточка. Кому нравится горошек, да, 200 гривен. Ну, такие вот. Тут ничего. Да, но людей, кстати, много, и нам пришлось постоять в очередь в раздевалку сюда. Вот. Человек 10 перед нами было, все же долго переодеваются. Ну, разнообразие обуви тоже есть. Посмотрим, что еще форма. Какие цены? Может, это дешевле? Не думаешь? Рубашечка да, 750 гривен. Да. В Айкике было дешевле. Нужно летние шлепанцы еще купить. Кстати, вот такие вот стоят, ничего себе, почти 500 гривен стоят вот такие сланцы. Это дорого.
Джинсы фирмы Collins. 1000 Женские. гривен. 1000 гривен, да. Мгм. Там маленькая вот чашка, размером. 500 гривен, ну, дорого. Почти 500 гривен, да. В Коллинзе как-то дороговато, мне кажется. Либо подорожало, либо здесь просто дорого. Либо сейчас все дорого. New Balance это обувь дорогая. N написано как Z, если какой присмотреться. ужас, точно. New Balance, да? У них, Что ж они возможно, так? упали продажи. Никого нет в магазине. Кроссовки New Balance 3200 гривен стоят. Это дороже в 2 раза, чем в другом магазине. Ну, 1500. Так, 1600-1400. Сегодня утром в Киеве взорвались несколько ракет в Дарницком районе. Жертв, по-моему, нету, но все равно это же страшно, ракеты в Киеве. А вот мы пришли в торговый центр, и здесь все ходят, не обращая на это внимания. Походу, люди привыкают к таким событиям, как прилеты ракет. С одной стороны, это даже страшно. Ну да, мы перестаем бояться, ходим по торговым центрам, не обращаем внимания. А с другой стороны, что делать? Мы же должны жить Жизнь как-то. продолжается. Да, мы же Не должны. умереть же сразу, да? Не лечи и не умереть. Я, кстати, помнишь, у нас студенты были знакомые из Ирака много лет назад. Да. И у них как раз война шла тогда. И я еще удивлялся, спрашивал, как вы там в Багдаде живете? Он говорит, ну нормально мы живем. Я говорю, у вас же там война, бомбардировки и обстрелы всякие. Он говорит, да ничего, там мирная жизнь тоже есть, ну какая-то жизнь продолжается. Нам было это вообще непонятно. А Да, теперь непонятно. мы прекрасно понимаем, как это можно мирно жить в то время, когда, допустим, я мог в любой Когда момент вокруг упасть. боевые действия. Точно так же на этот центр тоже может упасть. Ну да. В общем-то, в любой момент. Россияне же Миллион часто тонн. промахиваются, стреляют якобы по военным объектам, а попадают по... Вот Ретровиль же, такой же центр был на Виноградаре, его же разбомбили. Можно покушать. Ну да. В принципе, фастфуд работает весь. Взяли 2 американо с молоком по 29 гривен чашечка. Конечно, дороже, чем везде. Ну, Ну, это на ж... 3 гривны дороже это. Ну да. Это несущественно. Друзья, не подумайте, что мы здесь расточительством занимаемся в военное время. Мы на самом деле первый раз вышли Да. и за целых 3 месяца первый раз Первый раз мы пили на заправке, нас еще в комментариях немножко так это троллили, да? троллили, что мы тратим деньги. Это второй раз. То есть это мы на камеру чисто для вас. А тратим вещи, деньги. вещи вообще покупаем первый раз за все время войны. Не тратили деньги, жили очень скромно и экономно. Так что те деньги, которые вы нам пожертвовали, мы их просто так вот не тратим. А сейчас мы уже работаем. Выходной день, все отдыхают. Война не война. Молодцы украинцы. Вообще, конечно, поездка в торговый центр обходится нам очень дорого, бензин дорогой. Мало того, его нету. Мы проехали по окружной, по всей, мы не видели ни одной работающей заправки. Нет, на заправке «Авантаж» был бензин, не бензин, а газ. Только газ и все. На одной заправке была очередь, но бензина не было. То есть вот так. Бензина и дизеля нигде нету. Давайте посмотрим на курс валют, который сейчас у нас есть здесь. Значит, у нас доллар. А доллары в продаже есть? Долларов нету, но их можно сдать, если хотите, по 34,5. А купить вы не сможете. Самое сложное на парковке — отыскать свою машину. Мы ее уже потеряли. Где мы припарковались? Крутой мотороллер у парня, да? Электросамокат.
Ничего себе. Бегло покажу вам эпицентр. На мой взгляд, товара не стало меньше, но некоторые строительные материалы существенно подорожали почти в 2 раза. В Киеве транспорт уже работает в полном объеме, как до войны. Ходят уже все, маршрутки, автобусы, троллейбусы, метро, конечно же, работают. Электрички, даже городская электричка курсирует, сейчас по-новому курсирует. Уже она ездит от Святошина до Дарницы и в обратном направлении. Единственное, что интервалы, наверное, побольше, чем до войны. Как бы не столько народу сейчас в Киеве. И цена на проезд поднялась. В Киеве на маршрутку был проезд раньше 10 гривен, а теперь 15. А в Ирпень вообще сейчас 38, а до войны 26 стоил проезд из Ирпеня в Киев. Существенно все поднялось в цене. Но это и понятно, такой бензин, его нету, он дорогой и еще будет дорожать. В общем, идет инфляция, это однозначно. И хотел еще рассказать вам о банковской системе. У нас же как бы были какие-то вот кредитные каникулы все это время, за 3 месяца войны. То есть не снимались кредиты, никакие проценты по кредитам не снимались во всех украинских банках. А теперь все с 1 июня это все отменилось, и теперь нужно платить и коммуналки, нужно платить и кредиты, и проценты. Лафа закончилась, нужно работать, друзья. Вот такая ситуация. От нас теперь требуется выживать как можем. И находить работу нужно именно в Украине. За границу мы не можем поехать, чтобы работать. Ну вот, чем мы и занимаемся сейчас. Любимая заправка. Сейчас мы проехали автозаправку, которая находится по дороге из Киева в Ирпень. И в Ирпене уже мы вам покажем цены в супермаркете продуктовом. Пойдем посмотрим цены в АТБ. Насколько подорожали продукты. Ну, по крайней мере, изобилие наблюдается. Всего много. Буряк, вот смотри, буряк 51 гривна. Это новый, а это молодой. старый 20, 30 гривен. Овощи сильно подорожали, да? Капуста. Ну, пекинская 48. Картошка 15,55. А молодая Морковка 30 гривен. 30 гривен. Капуста ранее 54. Помидоры 67. 34 это старая капуста. Это 34. дорого? Ну, дорого. Ну, есть по 6 гривен картошка. Ну, так, Ну, так это несъедобно. Перцы, вот она цена, да? Да. Огурчики 50. Ну, эти цены практически Не поменялись, да? Макароны. Горох, рис есть, пшено, гречка. А это не гречка? Нет, это не гречка, это на цены покажи какие. Смотри, это вообще ячневая крупа дешевая.
Сахар 30 Соли гривен. нету, говорят, вообще. Соли вообще нету, да? Я не вижу, да. Мне кажется, цены на молочку остались на прежнем уровне. Как ты? Мне кажется, немножко подорожали. Немножко? Вообще немножко, да, есть. Молоко 31 гривен. Сметана была 30, сейчас 34, 36. А, на 5-6 гривен Да, молочка да, подорожала. То есть, Ты покажи вообще все цены. ну вот молоко обычное 31, а было 29, там 28 было. Так, мы не будем превращать это в обзор подробный цен, но просто хотим показать, что продуктов хватает всяких, подорожали они какие сильнее, какие меньше. Например, мясное и молочное, мне кажется, не сильно подорожали. Ну вот яйца недорогие, есть по 35, есть по 22, 24. А вот эти вообще по гривна 49, которые без упаковки. В общем, скупились, вроде бы все есть, нету только соли. Цены немножко дороже, но не существенно. В общем-то, ну, Больше всего овощи овощи подорожали. подорожали, немножко молочка подорожала. Вот яйца даже подешевели. Ну, в принципе, да. Если есть деньги, не пропадешь с Да, голоду. ну, ни есть дня. все. Радует то, что, в общем-то, дефицита нет у нас. Так, друзья, небольшой итог нашей сегодняшней поездки по Киеву. В общем, мы для себя купили всего лишь по одной футболочке и выяснили, что одежда есть, но не в таком объеме, как раньше. Ну, мало всего. Ну и дороже, конечно же. А бензин мы вообще не нашли. Сегодня, говорят, нужно смотреть в программках, где, ну вот у каждой заправки есть своя собственная программка. Мы этого не сделали. В следующий раз будем так ориентироваться. Там будет написано, и мы конкретно туда будем ехать. А сегодня что? В эпицентре, в принципе, все есть, как и раньше. Там полно товара. На рынок мы не заехали, потому что уже нам стало жаль бензин развозить. Это надо было ехать на Святошино. И тем более мы купили уже в торговом центре себе футболки. В принципе, все есть, но все гораздо дороже, чем было до войны и чем даже в Ровно. То есть вот эти вот овощи, фрукты, они стоят на порядок выше. Допустим, картошка стоит вместо 8-15 гривен, капуста вместо там 15 гривен 30, а то и 40 гривен, буряк 40. То есть такие цены, ты наборщик покупаешь там сколько там овощей, да, у тебя получается уже 100-200 гривен. Грустно. Хорошо, что еще держит доллар в каких-то пределах, что он еще не баснословно взлетел. Но все это, наверное, искусственно, а в принципе искусственно это чревато тем, что может случиться резкий скачок потом. Ну, в общем, мы хотели вам показать сегодняшнюю обстановку. Вот она сегодня такая. Друзья, а следующее наше видео будет из Ирпеня. Мы вам покажем один из самых разрушенных районов. Это Ирпенские Липки. Так что подписывайтесь на наш канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить видео. Всем хорошего настроения, всем мира. Пока.